Для того, чтобы ваш черенок был готов к высадке на постоянное место в грунт, его необходимо дорастить в тепличных или комнатных условиях. Сегодня вы узнаете, как посадить черенок в емкость правильно, чтобы у него не погибли корни при пересадке, чтобы он в дальнейшем хорошо рос и развивался, какие могут возникнуть трудности при этом и как не сделать ошибок при пересадке черенков в емкость. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик под видео, чтобы не пропустить много интересного. Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Роман Тур, и я рассказываю все о винограде и не только. В этом видео речь пойдет о секретах посадки укорененных черенков в емкости. Для тех людей, кто начал проращивать черенки винограда различными способами, на воде, на шкафу, в различных субстратах, кульчеваторах, настает время, когда у черенков появляются корни. В этот момент многие как можно быстрее начинают высаживать черенки в емкости с грунтом. В зависимости от способов укоренения черенков, скорость появления у корней бывает разная. При проращивании на воде может пройти месяц или больше, при проращивании в субстрактах корни могут появиться и намного раньше. Кстати, о способах укоренения в квартире и возможных трудностях при этом подробно рассказано в этом видео. Во-первых, о чем бы хотелось напомнить, что у большинства черенков корни прорастают, какой бы способ укоренения мы бы не выбрали. Есть, конечно, черенки-тугодумы у некоторых сортов, но в основном все зависит от прошлогоднего вызревания лозы. Вызревшие и хорошо хранившиеся черенки не заставят себя долго ждать. Во-вторых, как только вы увидите зачатки первых корешков на черенке от 5 мм до сантиметра, необходимо приступить к посадке. Ничего страшного не случится, если вы увидите корни длиной 5 см и более. Такие черенки, если не спешить и все аккуратно сделать, имеют даже больше шансов к выживанию. От правильно подобранного грунта напрямую зависит успех или неудачи при выращивании вашего саженца. Почва для посадки черенков винограда должна быть рыхлой, легкой, воздухопроницаемой и достаточно питательной, чтобы молодому саженцу облегчить рост. Если вы проживаете в квартире, то хранить, смешивать землю, песок, другие компоненты в ваших условиях, мягко говоря, не очень удобно. Поэтому я бы посоветовал укоренять в покупном грунте для рассады. Хотя и тут есть свои минусы. Во-первых, грунт необходимо сначала купить. Во-вторых, некоторые производители готовят некачественный грунт, от которого ваши саженцы могут погибнуть. Я использую грунт со своего огорода, который заготавливаю с осени. Добавляю к нему 1/3 часть торфа. Торф использую специальный для приготовления субстратов, для посадки фруктовых деревьев и кустарников, хвойных растений, для мульчирования или в качестве зимнего укрытия корней. Добавляю к нему небольшое количество агроперлита. Почва при этом не должна быть переувлажненной. От этого могут начать пропадать молодые корешки. И важным условием будет, чтобы почва была прогретой с температурой от 23 до 28 градусов. Для емкостей я использую пол-литровые пластиковые стаканы вот такой формы. Они меньше занимают мест, хотя проще всего сделать емкость из обыкновенной пластиковой бутылки. Обязательно в нижней части емкости необходимо сделать несколько крупных отверстий. Эти отверстия служат для отвода лишней влаги и доступа кислорода к корням. Объем емкости зависит от того, как долго вы собираетесь
держать в них саженцы. Мне хватает емкостей такого объема. Грунт насыпается в емкость больше половины. После этого необходимо почву немного полить. Обязательно теплой водой. Затем аккуратно раскладываем укорененные черенки из пучков, стараясь не повредить нежные корешки. Каждый черенок сажается в емкость и сверху засыпается приготовленным грунтом. Немного уплотняем почву, и на этом этапе посадка закончена. Теперь все, что им нужно, это тепло и хорошее освещение. Например, на теплом подоконнике с оптимальной температурой плюс 22, плюс 27 градусов. Если у вас нет солнечного подоконника, но есть место для выращивания рассады с подсветкой, то лучше поставить туда. Для хорошего развития листьев требуется много света – 12-14 часов в сутки. Не торопитесь поливать сразу посаженные саженцы. Той влаги, которая находится возле корней, будет достаточно, чтобы молодые корешки начали расти и не загнили. Дайте им какое-то время для акклиматизации, и если вы все правильно сделали, то я уверен, что ни один ваш саженец не пропадет. В дальнейшем нужно будет периодически поливать небольшими порциями, обязательно теплой водой, плюс 25 градусов. Я ориентируюсь по капелькам росы на стенках внутри емкости. Если они есть, то я не поливаю. Примерно в течение недели вы увидите начало развития ваших будущих саженцев. Я буду рад, если это видео кому-то поможет в выращивании ваших будущих саженцев. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Всего вам доброго. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Роман Тур.